Доброго вам утра, дня и вечера, я Баба Маша на канале Микродозы Мухомора. Сегодня я хочу вновь остановиться на то обращать внимание при приеме микродоз мухомора. Основные пункты, которые мы будем сегодня рассматривать, это качество гриба, то есть знание конкретно, что вы принимаете. Второе, дозировка и длительность приема. Третье, конкретно, какая заготовка индивидуально вам подходит. И четвертое – это наличие показаний для приема микродоз. Здесь же мы рассмотрим, какие противопоказания для приема микродоз мухомора. Давайте начнем с того, что микродозы мухомора, как мы обнаружили за 3 года исследования, является лекарством. Для того, чтобы принимать любое лекарство, нужны показания, потому что мы не принимаем аспирин ежедневно и помногу, если у нас нет температуры. Итак, для того, чтобы принимать микродозы мухомора, нам понадобится причина приема. Если вы здоровый человек, вы хорошо спите, хорошо кушаете, у вас хорошая энергия, все у вас хорошо, то прием микродоз ничего конкретно вам не даст. Он не сделает вас суперменом, вы не научитесь проходить через стены. Мухомор не поправит ваше финансовое положение и не подскажет вам счастливый билетик в лотерее. Вы не научитесь читать чужие мысли или не узнаете, как конкретно работает Вселенная. Самым главным и первым условием для успеха приема микродоз – это качество гриба. Мне всегда казалось очевидным, что для того, чтобы лечиться, нужно хотя бы знать, что ты принимаешь. Поэтому, если мы не знаем, где собран гриб, как он заготовлен, а просто покупаем, надеясь на удачу, где-то у кого-то чего-то, особенно запакованное в пилюли, где вообще невозможно разобрать, где и что и как. Поэтому на присланные мне вопросы я принимал неизвестные мне капсулы и получил сыпь, раздражение, агрессию, депрессию и прочие. И регрессии я даже не рассматриваю. Обращайтесь к продавцу. У меня нет ответа на вопрос, почему вы принимали неизвестный вам препарат и получили негативный респонд. Я вновь и вновь это буду повторять, несмотря на то, что создалась огромная оппозиция Бабы Маши. Оппозиция недобросовестных продавцов, которые в кулуарах моют кости Бабы Маши, и мне все это пересылается. Особенно те, кто маскируется под меня с моим аватаром и продает полное дерьмо. Я, конечно, понимаю, дорогие друзья, что я порчу вам бизнес. Разница между вашим бизнесом и моим исследованием – это то, что я не подгоняю результаты исследования для последующей монетизации мухомора. Мне важно определить, какие конкретные эффекты дает мухомор на фоне тех или других заболеваний. И также я провожу лабораторные исследования на животных по токсикологии микродоз мухомора. Здесь у нас уже идет речь о 1,5 годах приема микродоз. Представляете поворот, если результат будет негативный? Так или иначе, по поводу данного проекта будет издано 3 книги. Первая книга за первый год была издана в 2020 году. Есть бесплатная электронная версия, которая была скачана более 100 тысяч раз. Затем был маленький тираж печатной книги за первый год на русском языке. Там примерно 1/3 информации, которая имеется у меня на данный момент. В этом году выходит английская монография за 2 года исследования. Статистика заканчивается 1 января 2021 года. И в это же время выйдет 3-я книга на русском языке. Там будет отчет, результаты за 3,5 года. Огромное количество фотографий, присланных мне. И результат лабораторных исследований на токсикологии приема микродоз. И далее бабушка отчаливает на своей каравелле от данной темы и больше к ней не возвращается. Итак, мы переходим к дозировке и длительности приема, при условии, что вы знаете, что вы принимаете. С момента сбора первой информации и моей первой группы в 67 человек в 2018 году обнаружилась тенденция снижения рабочей дозировки микродозы мухомора. В данное время, по данным опроса, мы определили, что рабочая дозировка микродоз мухомора плюс-минус полграмма сухого гриба. Никаких экспериментов с сухим грибом проводить не нужно. Не нужно его облучать радиацией, ультразвуком, микронизировать и что-то там экранизировать, заваривать, запаривать. Просто прием сухого гриба. Если по каким-то причинам вы не хотите кушать сухой гриб, можно настоять его и принимать водный раствор. Не заваривание при высоких температурах или каких-то температурах,
Давайте начнем с того, что вещества мухомора водорастворимые, как соль или сахар. Поэтому настаивание порошка мухомора полграмма на полстакана воды, теплой или холодной, даст вам тот же результат, что и прием сухого гриба. Время настаивания порошка мухомора 20 минут плюс. Следующий вопрос – длительность приема. По данным опроса, по отзывам, по личным переговорам с принимающими, тенденция выявляется такая. Существует группа принимающих, у которых эффекты проявляются сразу, после первого, второго, третьего приема. Например, улучшение сна, повышение уровня энергии, снижение признаков депрессии и так далее. И также существует группа принимающих, у которых эффекты проявляются в более позднем периоде. К примеру, после 2-3 недельного курса, а у некоторых мы наблюдаем проявление эффектов через пару месяцев, через 6 месяцев периодических курсов приема с перерывами. Именно поэтому, когда вы задаете мне вопросы в комментариях или присылаете в личку, спрашивая конкретно, что и как вам делать, я всегда отсылаю вас к чтению индивидуальных отзывов, которых у нас накопилось уже несколько тысяч, начиная с 2018 года. После прочтения этих отзывов вам будет совершенно ясно, что у каждого принимающего будет своя индивидуальная дозировка, свой собственный эффективный метод заготовки и свой индивидуальный курс, то есть длительность приема. Как попасть на канал с отзывами или почитать анкету? Устанавливаете Telegram, набираете ник, который сейчас показан на экране. На профайле этого ника есть ссылка на все мои каналы. И также написано, что коммерцию не предлагать. Это единственный настоящий ник Баба Маши. Все остальное даже под моим аватаром и ссылкой на какие-то магазины продажи дерьма на ваш страх и риск. За всеми остальными профайлами с моим аватаром и ссылками на коммерческие магазины стоят однояйцевые уголовники, торгующие дерьмом. Итак, усредненный курс приема микродоз мухомора будет плюс-минус 3 недели. При появлении любых негативных эффектов, к примеру, на дозировку полграмма, снижаем дозировку в половину, снижаем дозировку до минимальной. Если негативные эффекты имеются в наличии, прекращаем прием. Давайте не будем развивать этот миф излечения через обострение. Итак, проводим курс плюс-минус 3 недели. Затем мы делаем перерыв 7-10 дней. Наблюдаем, что происходит конкретно. Есть ли изменения, нет ли изменений. И, как я уже много раз говорила, желательно все это записывать. Во время этой паузы вы можете отследить ваше состояние, возвращаетесь ли вы к прежнему состоянию, или вы можете уже самостоятельно функционировать без микродоз. Лозунг будет следующий: чем меньше, тем лучше. Это касается и дозировки, и длительности приема. Если все нормализовалось, не надо это принимать бесконечно, просто потому что вы думаете, вам будет еще лучше. Поэтому, пожалуйста, без фанатизма и без лозунгов «Мухомор лечит все». Я получаю ежедневно большое количество вопросов. У меня такое заболевание. Какие дозировки принимать? Еще раз. Микродоза мухомора – это прием не более грамма за прием 1 раз или 2 раза в день. Все. Заболевания мы здесь не рассматриваем. Еще раз, почему мы не учитываем, какое конкретно заболевание? Если вы почитаете анкету, посмотрите на количество заболеваний, которые я поставила в анкету, а их больше 100, вы увидите, что микродоза мухомора обладает широким спектром действия на заболевания совершенно разной этиологии. И вы можете посмотреть, какой конкретно процент положительных, отрицательных или отсутствие результатов вообще при данной патологии. Следующий вопрос: когда лучше принимать, утром или вечером? И опять же, мы возвращаемся к индивидуальности. Если вы принимаете микродозу утром и испытываете состояние вялости, сонливости, отсутствия энергии, это говорит о том, что утреннюю дозу нужно отменять и принимать микродозу на ночь. И наоборот, если вы принимаете мухомор на ночь и не можете заснуть, значит вы переносите прием на утро и принимаете только 1 раз в день утром. Вам просто нужно подобрать комфортную дозировку и комфортное время приема. Указываю вам на следующую тенденцию.
Человек принимает микродозы по полграмма 3 недели, он не работает, человек начинает завышать свои дозировки грамм, 2, 3, 4, 5, 6, 7, кроме тошноты, рвоты, ничего не получая. Еще раз, все, что более грамма, не относится к микродозам, и все подобные опыты на ваш страх и риск. Далее. По собранной мной статистике, чуть больше 90% принимавших говорят о том, что эффекты были получены. Если у вас абсолютно никаких эффектов не наблюдается, при условии, что вы сами собрали грипп, значит, микродоза на вас не действует. Он и не обязан действовать на всех 100% положительно. Это не панацея, это не волшебная палочка и не волшебная пилюля. И еще один пункт, на котором я хочу повторно остановиться. При обработке всех писем, которые вы мне прислали, по результатам голосования, по результатам разговора в чате, мы определили, что популяция делится на 3 группы, примерно одинаковый процент. Есть люди, которые реагируют положительными эффектами на прием микродоз мухомора сразу после сушки. У них наблюдаются положительные эффекты, еще раз повторяю, от приема свежевысушенного мухомора. Вторая группа людей реагирует положительными эффектами только на вылеженный мухомор 2-3 месяца. При приеме свежевысушенных грибов у них наблюдаются беспокойство, бессонница, агрессивность, головные боли, мушки перед глазами, тремор, то есть любой негативный результат рассматривается. И третья группа людей, которые принимают свежевысушенный мухомор или отлежавшийся в течение 2-3 месяцев и вне зависимости от этого имеют положительные эффекты. Поэтому в любом случае здесь мы видим, что подбор индивидуальной дозы также важен в плане именно заготовки гриба, как и знания о том, что мы принимаем под видом мухомора. Еще часто задаваемый вопрос, какая разница между приемом микродозы мухомора на пустой желудок и после еды. Разница большая. Каждому принимающему подойдет какая-то определенная заготовка, свежевысушенный гриб, отлежавшийся 2-3 месяца, или человеку все равно, поскольку по эффектам химический состав мухомора явно меняется по эффектам. Это абсолютно однозначно и достоверно. Какие именно вещества меняются, мы не знаем. Только ли это перевод иботеновой кислоты в муцимол, мы не знаем. В мухоморе определили более 100 химических веществ, и в комплексе, как вылеживание влияет на то или иное химическое вещество, мы не знаем. Но у нас есть достоверные клинические факты на этот счет. Поэтому кислотность желудка натощак низкая, pH от 1,5 до 2. Она примерно соответствует pH лимонного сока. А как мы знаем, в кислотной среде процент перевода иботеновой кислоты в муцимол повышается. Соответственно, запивание мухомора газированными напитками или щелочной водой увеличит перевод муцимола назад в иботеновую кислоту. Кстати, прием больших доз мухомора и запивание этой щелочной водой чревато очень серьезными последствиями. Это персональное сообщение. Камикадзе. В этом свете вы явно почувствуете разницу в приеме натощак или после еды. Поэтому вам нужно экспериментировать, что конкретно вам более комфортно. Какие противопоказания приема микродоз мухомора? На данный момент это следующее. Любые психические заболевания, кормление и беременность. За последний год появилось новое противопоказание. Это наличие камней или песка в почках или мочевом пузыре. При мочекаменной болезни я получила достаточное количество отзывов по отхождению мелкого песка. Именно активизации данного процесса на фоне приема микродоз мухомора. Поэтому будьте осторожны. Подобных отзывов при желчекаменной болезни у меня нет. По психическим заболеваниям у меня собрано достаточно негативной информации для того, чтобы вас предупредить не принимать микродозы мухомора при психических заболеваниях, такие как биполярное расстройство, шизофрения и прочие. При кормлении и беременности давайте будем держать 0 в уме, что микродоза мухомора, принимаемая мамой, является психоактивной дозировкой для плода или новорожденного ребенка. Если вам хочется проводить опыты над своим собственным еще нерожденным или новорожденным ребенком и массировать его не созревший, не отформатированный мозг психоактивными веществами еще до рождения или после, то это ваша проблема.
Итак, держите в уме информацию, что полграмма сухого гриба на вес нерожденного плода будет триповая дозировка. Все остальное на ваш страх и риск и на вашу ответственность. На всем бабушка прощается с вами. Мы еще увидимся. Баба Маша, микродозы Мухомора.